So thank you all for coming and participating in this auspicious event. Большое спасибо всем вам за то, что приехали на эту очень благоприятную церемонию празднования. We're grateful to all of you who have come to hear the devotees express their appreciation and realizations about the significance of Srila Prabhupada's visit to Moscow in 1971. Мы очень благодарны всем за то, что вы собрались, чтобы послушать из уст преданных об их понимании значимости приезда Шрилы Прабхупады в эту страну, в Советский Союз 40 лет назад. Certainly our gratitude goes out to His Divine Grace Srila Prabhupada. И, разумеется, в первую очередь мы хотим выразить свою благодарность Его Божественной милости Шриле Прабхупаде. For His compassion, His care and concern for the welfare of all living entities on this planet. За Его сострадание, за Его неусыпную заботу о благополучии всех живых существ на этой планете. And I believe that as we hear different devotees speak throughout the course of this week, we will have the opportunity to hear the devotees churning their realizations of this quality of Srila Prabhupada. Я уверен, что на протяжении последующей недели мы будем вновь и вновь слышать, как все собравшиеся преданные, которые будут выступать перед вами, будут пахтать свое понимание значимости именно этого качества Шрилы Прабхупады и его сострадания. The depth of Srila Prabhupada's compassion and Krishna consciousness is not possible to fully comprehend. И глубина сострадания Шрилы Прабхупады, сознания Кришны просто непостижима для каких-то, не поддается каким-то оценкам, невозможно ее постичь. And therefore, even though devotees have been churning their realizations year after year after year for the past 30-40 years, и хотя на протяжении последних 30-40 лет преданные снова и снова вспахтывают этот океан этого качества Шрилы Прабхупады, его сострадания, those who take part in this churning process begin to realize that the depth is incalculable. Те, кто принимают участие в этом процессе пахтания, обсуждения этого качества Шрилы Прабхупады и его сострадания, начинают все больше и больше понимать, что качество это бездонно. That churning process in of itself is very purifying and inspiring. Однако сам по себе процесс обсуждения с разных сторон этого многократного качества сострадания Шрилы Прабхупады, вспахтывания, очень очищает наше сердце. Especially when we appreciate new levels of realization of that unlimited depth of Prabhupada's character. Особенно когда нашему взору открываются все новые и новые уровни глубины этого бездонного качества сострадания Шрилы Прабхупады. Therefore, such discussions are very satisfying to the self. Поэтому такие обсуждения приносят подлинное удовлетворение душе. Because the realizations that one gets as they continuously speak about these activities and pastimes of Krishna's pure devotees are ever increasing. Потому что понимание, эта глубина понимания качеств чистого преданного по мере нашего обсуждения его удивительное качество углубляется все больше и больше. And thus gives evidence that Кришны постоянно разнообразится, постоянно увеличивается, расширяется и постоянно приносит все больше и больше удовлетворения душе. the pastimes of Krishna's pure devotees, Srila Prabhupada, are also similarly ever increasing and ever satisfying self. Точно так же игры его чистого преданного Шрилы Прабхупады также постоянно расширяются в безграничном размерах и также приносят все больше и больше удовлетворения душе. When we are speaking about Srila Prabhupada, we are not simply giving a historical account of 12 years present on this planet when he was actively expanding the Krishna consciousness movement. И говоря о Шриле Прабхупаде, вспоминая о его играх, мы не просто даемся каким-то историческим преданиям, о том, историческим повествованием о его пребывании в течение 12 лет на этой планете, во время которых Шрила Прабхупада распространил движение сознания Кришны по всему миру. Just as when we speak of Lord Krishna's pastimes manifest in this world, although they were manifest before our vision for 125 years, or before the vision of those present in this planet for 125 years.
pastimes are unlimited and simply beyond the scope of 125 years. Точно так же, как и игры Господа Шри Кришны, когда Он пришел сюда, на эту планету 5000 лет назад, Он являл свои игры взору тех людей, которые присутствовали в это время на планете в течение 125 лет. Однако ошибочно было бы думать, что игры Его ограничивают этими короткими 125 годами. Они безграничны и бесконечны. In the same way, we should understand that when we speak about Srila Prabhupada's activities and pastimes in this world for the period when he was with us on this planet, that is only one part of his quality and his character. Точно так же нужно помнить, что когда мы обсуждаем тот период, 12 лет, во время которых Шрила Прабхупада пребывал на этой планете и даровал нам свое общение, это лишь одна небольшая часть его подлинных игр. And therefore, although we speak about these activities and pastimes, we experience the same transcendental pleasure as if we were speaking about the pastimes of the Supreme Lord Shri Krishna. И поэтому, когда мы говорим об этих играх и деяниях Шрилы Прабхупады, мы испытываем то же самое удовлетворение и блаженство, как если бы мы говорили о деяниях самого Господа Кришны. Therefore, although we will be hearing stories about Srila Prabhupada's activities, beginning from mid-1960s on until his visit to Moscow in 1971, that is only a small window of Prabhupada's pastimes. Поэтому, когда мы будем слушать об этих играх Шрилы Прабхупады, начинающихся с ранних 60-х годов, когда он приехал на Запад, и подводящих нас к 1971 году, когда он приехал сюда и вступил на эту землю, бывший Советский Союз, это лишь окно, небольшое окошко, которое позволяет нам заглянуть в эту сокровищницу игр Шрилы Прабхупады. But it is a very important and significant window for all of us. Но это окошко очень важно и очень значимо для всех нас. It is very relevant to all of us. И оно очень актуально для всех нас. Because in that window of Srila Prabhupada's presence and activities here in this world, he displayed the quality of compassion and love and care and commitment which had an impact on every one of us sitting here in this room. Потому что эти короткие 12 лет, за это, как мы сказали, временной промежуток, за это временное окно, что он являл свои игры на этой планете и был доступным нам, Шрила Прабхупада явил удивительные качества сострадания, заботы. Он также связал себя определенными очень прочными обязательствами перед всеми нами. И именно благодаря этим качествам, которые милостиво проявил Шрила Прабхупада, мы пришли сюда, и они касаются непосредственно каждого из нас. We are gathering here to rededicate ourselves to that connection. Поэтому мы собрались только для того, чтобы снова посвятить себя, снова выразить свою преданность и этой связи со Шрилой Прабхупадой. That connection that each and every one of us sitting in this room has with His Divine Grace Srila Prabhupada. Этой связи, которую имеет каждый из всех сидящих в этом зале, все связи со Шрилой Прабхупадой, с его божественной It милостью. is a connection that is palpable. Это осязаемая связь. And the more we hear it, and the more we experience, the more we feel gratitude, that connection simply becomes stronger. И чем больше мы слушаем об этой связи, чем больше мы ощущаем ее, чем больше мы испытываем благодарность за эту связь, тем крепче она становится. We can feel gratitude, especially when we embrace everything that somebody has to offer us. Мы испытываем особенно благодарность, когда с благодарностью принимаем то, что нам предлагают. And therefore, even that gratitude that we are experiencing in connection with Srila Prabhupada should be ever increasing. Поэтому эта благодарность, которую мы испытываем за связь нашу со Шрилой Прабхупадой, также должна расти день ото дня. Because the more we understand the depths of what Srila Prabhupada came to give us in this world, Потому что чем больше мы будем осознавать глубину того дара, который пришел дать в этот мир Шрила Прабхупада, which is the substance of Krishna consciousness, which Srila Prabhupada came to give, который является сутью сознания Кришны, даровать который нам пришел Шрила Прабхупада. the more our gratitude and appreciation simply increases more and more and more. Тем больше будет возрастать наша благодарность, наша способность оценить этот дар больше и больше. And as gratitude increases, also the desire to give something back in return also increases. Чем больше будет расти наша благодарность за этот дар, тем больше будет расти наше горячее желание предложить что-то взамен этому дару. In this way, bhakti takes birth in the heart of the living entity by the compassion of Krishna's pure devotee. Точно вот таким образом бхакти рождается в сердце живого существа благодаря состраданию чистого преданного. And Krishna's pure devotee also, after planting that seed of bhakti within the heart by his kindness and compassion, also continues to water it. И благодаря своему состраданию, посадив это семя Кришна Бхакти в сердце
живого существа, чистый преданный Кришны продолжает из своего сострадания и милости поливать или орошать этот росток, чтобы он продолжал расти. Hearing the pastimes of Srila Prabhupada is like watering that seed of bhakti within our hearts. И слушание повествования о деяниях Шрилы Прабхупады сравнивается с такой живительной влагой, которая орошает растение преданности в нашем сердце. And as the seed continues to grow by hearing such transcendental narrations of Krishna's pure devotee, the desire to offer something back to him in return will naturally increase. И по мере того, как наш росток преданности будет продолжать расти, благодаря этой живительной влаге и повествованию о деяниях чистого преданного, по мере этого будет также расти наше желание предложить что-то чистому преданному взамен, в знак благодарности. That is the significance of this event. Вот в этом значимость сегодняшнего события. Of course, there are many other significant reasons for taking part in this event. Разумеется, есть еще много других значимых и значительных причин, по которым мы собрались на это событие. And that is also to recognize and express our gratitude to those devotees who pioneered Krishna consciousness under Srila Prabhupada's guidance and instructions. Одна из таких причин, например, это выразить свою благодарность и признательность тем преданным, которые были в первом ряду, которые стали пионерами развития и распространения движения сознания Кришны здесь, в Высшем Советском Союзе, под руководством и по указанию Шрилы Прабхупады. Especially those who pioneered and expanded Krishna consciousness here in the former Soviet Union. Особенно те преданные, которые распространяли сознание Кришны и стали первыми, кто принял сознание Кришны здесь, в Бывшем Советском Союзе. They are all instruments in the hands of Krishna's pure devotees. Они все являются инструментами в руках чистого преданного Кришны. I remember a few years ago, I shouldn't speak too long, Не должен слишком затягивать свою речь. because others are speaking. But I wanted to share a little realization I had. Но я хотел поделиться с вами одним глубоким пониманием, которое пришло ко мне несколько лет назад. I was in Pune, in India. Я тогда был в Пуне, город Пуна, который находится в Индии. And I had the great fortune of hearing my godbrothers and god sister, Syamasundara Prabhu, Gurudas Prabhu, and Valati Prabhu, churning their memories of Srila Prabhupada. Мне выпала великая удача слушать из уст моих духовных братьев и сестер Шьямасундары Прабhu, Гурудаса Прабhu, Малати Прабhu, об их воспоминаниях, о том, как они пахтали эти воспоминания об играх Шрилы Прабхупады в ранние годы. They were invited to speak about their memories of the early days of the Krishna consciousness movement with Srila Prabhupada as their guide. Их попросили рассказать о первых годах движения сознания Кришны и о том, как Шрила Прабхупада играл роль их поводыря и наставника в те годы. And they were speaking many precious hours of relating their memories and their gratitude. И они наполнили много часов этими драгоценными воспоминаниями о Шриле Прабхупаде и о том, какие отношения связывали их с ним, и как они относились к нему. And as I was sitting and listening with rapt attention, I began to experience something in my heart. Я неослабевающим вниманием слушал их рассказ и вдруг стал испытывать что-то необычное в своем сердце. And I began to think that actually the phenomena that they are describing in the early days of Krishna consciousness, of total selfless surrender to Krishna's pure devotee, is non-different than the mood of Vrindavan. Я вдруг понял, что тот дух, то состояние сознания, которое они описывали, которое наполняло их рассказы про Шрилу Прабхупаду и про ранние годы общения с ним, а именно дух полного, безраздельного, абсолютно бескорыстного предания чистому преданному Кришне, абсолютно не отлично от духа Вриндавана. The mood of Vrindavan is that the devotees are attached to Krishna and they know no one but Krishna. Потому что во Вриндаване преданные именно так себя и ведут, они безраздельно привязаны к Кришне и никого, кроме Кришны, не знают. And they're always ready to sacrifice themselves, their time, their energy, their life, their body, everything for Krishna. И они готовы пожертвовать всем, что у них есть, самим собой, своими телами, своим временем, своими усилиями, всем, что у них есть, своим имуществом ради того, чтобы служить Кришне, отдать ему все это распоряжение Кришне. And they don't know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. При этом они не знают, что Кришна Верховная Личность Бога. That is the nature of Kevala Bhakti, or Jnana Shunya Bhakti. Вот эта природа Кевала Бхакти или Гьяна Шунья Бхакти. They actually
think of Krishna simply as their friend or son. Они думают о Кришне лишь как о своем друге или о своем сыне. And Krishna simply evokes so many emotions within their hearts, and the devotees are pure, unalloyed devotees are giving everything that they have for Krishna. И Кришна пробуждает такие удивительные эмоции в их сердцах, что преданные, не раздумывая, все дают в его распоряжение, все дают ему. Krishna's pleasure is their life. Потому что счастье Кришны для них это их жизнь. That is the mood of Vrindavan. Вот чем они живут, это настроение Вриндавана. Krishna's pleasure is the life of everyone in Vrindavan. Все в Вриндаване живут счастьем Кришны, ничем больше. And I was hearing the sacrifices and the stories of how the devotees were ready to do anything for Srila Prabhupada. И когда я слышал истории о том, The world. и одна из характеристик гьяна шунья бхакти или умонастроения преданного служения, которое отличает преданных, служащих Кришне в духовном мире. Their knowledge is the highest platform of knowledge. Потому что уровень их знаний это высочайшая вершина знаний. But it's called Syamasundara, Но называется гьяна шунья, without knowledge. лишенные всякого знания. That's the highest platform of knowledge. Это высочайшее совершенство знаний. They don't know Krishna's God. Они не знают, что Кришна Бог. Krishna is simply their friend, Кришна son, lover. просто их друг, их сын, их возлюбленный. And they don't know that they're the most elevated personalities in creation. И они не знают при этом, что сами не являются самыми возвышенными живыми существами во всем творении. They're not aware of that. Они даже не знают об этом. They don't know that, that they're special personalities who are eternal associates of Krishna in the spiritual world. Им совершенно невдомек, что они являются совершенными живыми существами, вечными спутниками Господа в духовном мире. And all their conversations and discussions are of that nature, never thinking themselves to be anybody particularly special. И это отсутствие полного какого-либо понимания того, что свое особенное положение отличает все их разговоры и обсуждения друг с другом. And I was thinking that actually, yes, this is the same that I'm hearing when these devotees speak. They don't. For some of them in these early days, they didn't even know they were part of a mission. И я подумал вдруг, что когда я слушал рассказы этих преданных, что именно такое же отсутствие какого-либо понимания того, что они особенные, что они уникальные, отличает рассказы этих преданных про первые годы. Некоторым из них не было даже известно, что они были частью миссии. I was recently reading Mukunda Maharaj's account in his book, Miracle on Second Avenue. Yes. Недавно я читал книгу Мукунды Махараджа, которая называется «Чудо на второй авеню». And he was describing these early days of how Prabhupada captured him and captured others. И он рассказывал нам про эти ранние годы, ранние дни, на самом деле, сознания Кришны, когда Шрила Прабхупада поймал Мукунду, поймал других всех остальных. And the way that he had written was such a way that it was clear that the only thing he knew was he liked the Swami. И эта книга написана так, что из нее ясно, что единственное, в чем он не сомневался, в том, что ему очень нравился с вами. He just wanted to do something for the Swami. И он просто хотел что-то сделать для этого с вами. And everything he did from his very initial connection with the Swami and Syamasundara Prabhu's initial connection with the Swami, everything they did was just simply a desire they wanted to do something to please him. И единственное, что двигало ими с самых первых дней их связи, их встречи со Шрилой Прабхупадой, его встречи Мукунды Махараджи и Шьямасундарой Прабху, это просто желание сделать что-то приятное для него, потому что он им очень нравился. It took time before they actually began to realize that there's a plan behind this. И прошло какое-то время, прежде чем до них стало доходить, что за всем этим стоит какой-то грандиозный план. And I'm sure Syamasundara Prabhu will share that with us. Я уверен, что Шьямасундара Прабху этим с нами поделится. How he was captured in Prabhupada's plan. Как его пленили и сделали участником этого плана Шрилы Прабхупады. And hearing these descriptions and narrations simply increases my appreciation that although he doesn't think himself to be very significant, И я, слушая эти рассказы, эти повествования про преданных учеников Шрилы Прабхупады в ранних днях, проникаюсь все больше и больше глубиной их связи с Шрилой Прабхупадой, хотя они сами не считают себя чем-то выдающимся. you'll see сами. he doesn't think himself to be insignificant. Шьямасундара Прабху не считает себя чем-то значимым вообще, But in my heart, he's кем-то значимым. so dear to me.
Но в моем сердце он очень-очень дорог мне. Because he gave everything to Prabhupada. Потому что он отдал Шриле Прабхупаде все. I came to understand and came in contact with this Krishna consciousness movement. I came to understand this Krishna consciousness movement and came in contact with this Krishna consciousness movement. Я пришел в соприкосновение с этим движением сознания Кришны. Я пришел в движение сознания Кришны, пришел понять движение сознания Кришны лишь потому, что Сьямасундара Прабху отдал все Шриле Прабхупаде по этой причине. He was one of the pioneers who started Krishna consciousness in the West. Он был одним из пионеров, которые начали движение сознания Кришны на Западе. And he was with Srila Prabhupada during his one and only visit to Moscow. И он был со Шрилой Прабхупадой во время первого единственного визита Шрилы Прабхупады сюда, в Москву. Such a significant visit. Такой значимый визит Прабхупады. He recently produced a DVD called "What the 5 Days That Changed the World" or something like that. Недавно Сьямасундара Прабху записал DVD, видеодиск, который называется «5 дней, которые изменили мир». So we're very grateful that he has come to share his memories and his realizations about Prabhupada. Поэтому очень благодарны Сьямасундаре Прабху за то, что он согласился приехать и поделиться с нами своими воспоминаниями о Шриле Прабхупаде этим нектаром. We're very grateful to have the opportunity to again appreciate his wonderful association. И мы благодарны за эту возможность снова попытаться оценить сокровища его общения. And we thank him from the bottom of our heart. Мы из глубины сердец наших благодарим его за это. Спасибо. Здесь и там. And I have to say, actually, I'm extremely moved to have been invited here, and I thank you very much. Меня очень глубоко, до глубины души тронуло ваше приглашение, что вы позволили приехать мне сюда, и я очень вас благодарю за это. Coming here when there was only one devotee, our Ananta Shanti. Я приехала сюда, когда здесь был только один преданный, которого звали Ананта Шанти. And now seeing so many devotees, so enthusiastic. Actually, I asked one Mataji, I asked, how many temples do you have? And she said, oh, we have temples in Russia, in every town. And, in every town. Я была поражена, когда увидела, как вот тогда, когда я переехала первый раз, был всего один преданный, а сейчас я приехала и глаза не могла поверить, как много преданных сейчас здесь. И я была так поражена, что спросила у одной матери, а сколько у вас вообще храмов сейчас в России? И матушка сказала, в каждом городе есть храм. And when I asked, how many devotees? Oh, maybe 15,000. И я спросила, сколько преданных, она сказала, ну, может, 50 тысяч. So Prabhupada's dream has come true. И таким образом мечта Шрилы Прабхупады осуществилась. And it's absolutely so extraordinary to see all of you here. I see you as one of the most beautiful offering of Srila Prabhupada to his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta. Удивительная красота является нашему взору, когда я смотрю на вас всех, и я думаю, что вы все — это самый замечательный дар по отношению любви, который предложил Шрила Прабхупада своему духовному учителю Шриле Бхактисиданте Сарасвати Такуру. And I really hope that, I'm sure that during this festival, we will have plenty of time to glorify and hear all these wonderful devotees who have given their lives. I don't know if all of them are here or not, but they did so many sacrifices to spread Krishna consciousness in such a difficult and austere political situation. И я уверена, что у нас также на протяжении этой недели будет достаточно времени, чтобы прославить
этих удивительных преданных, которые отдали все, что у них было, своей жизни буквально, чтобы распространять сознание Кришны в крайне сложных условиях, в этой крайне тоталитарной политической системе. Не уверенно, сели они здесь, находятся здесь, но мы будем их прославлять и благодарить за их вклад. So we're all indebted to them and we want to serve them. У нас перед ними огромный долг, мы перед ними в долгу, и мы хотим служить им. And one last thing, because I don't want to take too much time for the memories that are going to come. Maharaj was saying something about Prabhupada's smile. And I want to send you very shortly a picture that I just received recently. One god sister actually took a picture when Prabhupada received a letter I sent him in the beginning about the preaching of Russia. And he was smiling because he was already seeing all of you coming. So that is your picture, that is your smile, and I promise I'll send it to you soon. Я не хотел задерживать слишком много времени, потому что скоро должна начаться сейчас лекция Сямасундары про его воспоминания о Шриле Прабхупаде. Не хотел откладывать этот нектар, но хотел поделиться с вами очень короткой новостью радостной, что недавно одна моя духовная сестра прислала мне фотографию, которую она Шрила Ниранджана Махарадж говорил о том, как преданные в ранние годы работали и тяжело трудились и отдавали себя всех лишь за то, чтобы удостоиться улыбки Шрилы Прабхупады. И я хотела про это сказать, что когда мне эта духовная сестра прислала фотографию, на которой Шрила Прабхупада запечатлен, когда он получил мое письмо с отчетом о проповеди в России в первые годы, и он улыбается особой улыбкой, когда он читает это письмо. И я хочу сказать, что эта улыбка, он приветствует всех вас, он знал, что вы все. Millions and millions and millions of young people with great prosperity, high educations, leisure time and communications. И вот стали появляться миллионы молодых людей, целое поколение молодых людей, у которых были все эти блага современной цивилизации, экономический прогресс, у них было масса свободного времени, замечательное образование и современные средства связи и массовой информации. This young generation began to seek out what is the truth, what is the meaning of life. И поэтому это молодое поколение людей стало искать подлинный смысл жизни, искать истину. We were not interested in the boring life of our parents and the hard-working life of our parents. Нам не хотелось вести такую же скучную и утомительную жизнь, исполненную тяжелого труда, которую вели наши родители. People began to experiment with drugs, looking for these expanded consciousness in drugs. Люди стали экспериментировать с различными наркотическими веществами, чтобы пережить состояние так называемого расширенного сознания. And in music, there was a new explosion of music. И музыкальная культура также пережила целый бум, взрыв новой культуры, новых направлений. Young people began to look in philosophy. Молодые люди стали интересоваться философией. And also there was a new desire to understand Eastern mysticism. И в них также пробудилось неизвестное ранее им самим желание понять восточный мистицизм. In other words, to understand the meaning of everything, the absolute truth. Другими словами, понять абсолютную истину или понять цель всего. In those days, 1950s, 1960s, nobody knew much about India. В те годы, 50-е, 60-е годы прошлого века, людям на Западе было очень мало известно про Индию. India was a mysterious place that we only heard about. Единственное, что мы слышали про Индию, то, что это была особая мистическая страна. Where the men played the flute and the snakes were in the basket. Нам Индия представлялась такой загадочной страной, где какие-то люди играли на дудочках, и змеи высовывали свои головы из корзины и начинали танцевать в такт. And we heard about yogis living in the Himalaya. Мы слышали про йогов, которые жили в Гималаях. And out of these millions of young people began to gather in two places, New York City and in San Francisco, California. И эти все миллионы молодых людей, многие из них стали собираться в двух местах в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке и в Калифорнии, и в Сан-Франциско в Калифорнии. Suddenly, in one neighborhood, 200,000, 300,000 young people looking for the meaning of life.
Вдруг внезапно какой-то конкретный район этих двух городов вдруг наводнялся сотнями тысяч людей, 200-300 тысяч молодых людей вдруг приходили туда и поселялись там и начинали искать смысл жизни. And into this perfect situation, for the first time and only time in history that this has occurred, came Prabhupada. И вот Шрила Прабхупада явился в такой уникальный исторический контекст. Первый раз в истории, единственный раз в истории западной цивилизации, когда эти молодые люди, имеющие эти интересы, собрались в таких больших количествах в этих местах, явился Шрила Прабхупада. He was the first and only man from India, Swami from India, who came into our midst and lived with us. Он был первым и единственным настоящим свами, святым человеком из Индии, который приехал из Индии, поселился прямо рядом с нами, бок о бок. Now, how could he attract us? Как же смог привлечь нас? We were all beautiful young people, dressed in beautiful clothes, with lots of money, and high educations, and these drugs that made us feel good. Мы все были молодыми, красивыми юношами, девушками, у нас было огромное количество денег, мы были одеты в красивые одежды, у нас было очень хорошее образование у всех нас, и мы также экспериментировали с наркотиками, надеясь испытать состояние от этого блаженства. He didn't have any books. There were no books. He had no pictures. У него не было ни книг, ни иллюстраций. But we saw the Swami. We only saw the Swami, and the first thing that attracted us was his beauty, his personal beauty. Но когда мы увидели этого с вами, то первое, что привлекло нас к нему, это его личная красота. He was the most dignified and beautiful person that we had ever seen. Он был самым благородным и самым прекрасным человеком из всех виденных нами доселе. His beauty was on all sides. И его красота была всеобъемлющей. He was on one aspect he was aristocratic and majestic. С одной стороны, он был очень аристократичным, очень царственным. On the other hand, he was also ordinary and common and friendly to us. А с другой стороны, он был очень доступным, понятным и очень дружелюбным по отношению к нам. His every move and every expression was so graceful and sweet. Каждый жест и каждое выражение лица Шрилы Прабхупады было наполнено изяществом и сладостью. And yet very strong and forceful. И в то же самое время был наполнен силой и могуществом. He seemed at the same time very remote and far away, but at the same time very intimate. Он казался нам, с одной стороны, очень далеким, очень недоступным, очень возвышенным, в то же самое время казался очень близким. He was very masculine and strong as a man, but he was also beautiful and feminine. У него была, то есть, неоспоримая мужественность, он был очень мужественным, очень решительным человеком, в то же самое время проявлял очень большую мягкость, которая свойственна женщине. He was at the same time an old wise man and a child. Он был одновременно очень мудрым, старым человеком, пожилым, в то же самое время был ребенком. He was the most experienced person. Он был, с одной стороны, очень опытным и искушенным, and yet totally innocent at the same time. Совершенно наивным и невинным. Recently, I've been researching for my own book about those times. Недавно я проводил какое-то время, собирая материал для своей книги, посвященной тем временам. And I have looked at more than 20,000 color photos and 15,000 black and white photos of Prabhupada. Я пересмотрел одну за другой 20 тысяч цветных фотографий Шрилы Прабхупады и 15 тысяч черно-белых. 35,000 photographs of Prabhupada. Представьте себе 35 тысяч фотографий Шрилы Прабхупады. And each one of them is perfectly beautiful. И на каждой из этих 35 тысяч фотографий Шрила Прабхупада сияет безупречной красотой. He was the most beautiful person we had ever seen. Он был самым прекрасным человеком, которого мы когда-либо видели. You could sit and watch him day and night and watch the expressions change on his face, and your eyes would never leave him. Вы могли бы наблюдать за Шрилой Прабхупадой круглые сутки напролет, день и ночь, не отнимая от него глаз, не отводя от него глаз, и вы бы никогда не уставали. Каждый момент это сами наслаждались бы его красотой. Sometimes his features were golden, and other times I even saw in certain light a bluish
cast to his skin. Иногда он казался золотистого цвета, его кожа отливала золотистым оттенком, но иногда при определенном освещении его тело становилось слегка синеватой. So in those days we didn't have books, and we didn't have photographs, we didn't even know what Krishna looked like. В то время у нас не было ни книг, ни фотографий, мы даже не знали, как выглядит Кришна. But we had the person, Prabhupada. У нас был Шрила Прабхупада, у нас была его личность. The Swami, the most beautiful person we'd ever seen. Самая прекрасная личность из всех, которых мы когда-либо видели. Now, besides the beauty, но кроме его красоты, he had knowledge. He seemed to know everything. Мы поражались его знанию. Казалось, он знал все. At first, he explained very simply to us who is God. Вначале он объяснил нам в очень простых словах, кто такой Бог. Not only who is God, but what he looks like, what he does, what he eats, who his friends are, his family, everything there is about God, he knew it. Не только кто такой Бог, но как он выглядит, чем он занимается, что он ест, как выглядят его друзья, его семья. Он знал все про Бога. And then he taught us very simply who we are and what our purpose in life is, what is the meaning of life, how we should guide all of our activities. И он также потом начал объяснять нам очень просто, кто мы, в чем цель нашей жизни, в чем ее ценность, и как мы должны вести свою жизнь к этой цели. Isn't it a beautiful, simple picture? Удивительная, прекрасная картина является нашим взором, да? It's so easy. Очень просто. And this knowledge of God, of the Absolute, he not only had that, but he also had the most practical knowledge about everything. Но не только, он давал не только это абсолютное знание о Боге. Когда речь заходила о каких-то практических вещах, он тоже знал абсолютно все о них. He taught us how to dress, how to eat, how to cure ourselves if we were sick. Every situation in our lives, Prabhupada had the answer. Он учил нас, как одеваться, как есть, как лечиться, если мы чем-то заболевались. С какими бы жизненными потребностями, ситуациями мы не сталкивались, Прабхупады был ответ. My first experience with Prabhupada as a devotional service, he told me, he called for me. Первый раз, когда я получил непосредственный урок от Шрилы Прабхупады в преданном служении, был тогда, когда Прабхупада сам позвал меня. I was just a new man, a new person. Я был совершенно новичком в то время. The Swami has called me. Oh, I don't know what to do. Свами меня позвал, не знаю вообще, что теперь делать. So I went to his room. И я зашел к нему в комнату. I didn't know, I didn't bow down, I didn't know how to address him. I went over to shake and shook his hand. Я не знал даже, что нужно делать, кланяться, не кланяться. Не склонился перед ним и не знал, как себя правильно вести, как его поприветствовать. Подошел и протянул им руку до рукопожатия и пожал. And we had raised some money from a dance that we had put on, a charity dance that we had raised almost $2,000 for the temple. Мы провели особую программу, которая называлась Mantra Rock Dance. И мы там собрали примерно, это был благотворительный такой концерт, и мы собрали на этом концерте примерно $2000 для храма. So he said, I understand that you have sponsored this dance and you have made some money. Do you know how to keep the books? И он сказал мне, мне сказали, что ты провел этот благотворительный концерт, и ты выступил одним из его организаторов, и вы в результате этого концерта смогли собрать определенную сумму денег. А ты умеешь вести бухгалтерский учет? I said, no, Swami, I don't know how to keep books. Нет, сказал он с вами, я не знаю, как вести бухгалтерский учет. And he said, then you will come each morning and sit with me, and I will teach you bookkeeping. Хорошо, сказал Прабхупада, тогда ты должен... The Swami and his Western disciples. Мы утвердились сразу в этих крупных городах Индии, в Бомбее и в других городах, и все только говорили, как о Свами и о его западных учениках. So we've seen Prabhupada's beauty. Так мы видели красоту Шрилы Прабхупады, His great knowledge, его knew everything. бездонное знание, он знал обо всем все. His adventure and risk-taking. Его такая бесстрашная природа, готова идти на любой риск. These are some of the qualities of a perfect person. Все эти качества присутствуют в совершенной личности. But Prabhupada had another quality, which I would call his magic quality.
И я хотел бы также сказать про еще одно качество Шрилы Прабхупады, которое я бы назвал волшебным качеством. His mystical nature. Его особенная мистическая природа проявляется в этом качестве. These were the days, late 60s, were the days of magic. Потому что эти годы, конец 60-х годов, они проходили под знаком этой волшебства и магии. All of the popular music was about magic. И вся поп-музыка в то время говорила и пела только о магии и волшебстве. Yeah, the psychotropic drugs were magical experiences. И психотропные наркотики также преподносились как волшебное переживание. And we could see that Prabhupada, the Swami, was in touch with magic. И мы видели, что сам Шрила Прабхупада тоже очень тесно, непосредственно связан с волшебством. He told us, he said, you can see Krishna very easily. God himself, you can see him personally just by singing his name. Он сказал нам, например, что вы можете непосредственно лицом к лицу, воочию увидеть Кришну, Верховную Личность Бога, своими собственными глазами, просто посредством Его святого имени. And just by doing some little service, Krishna will personally come and be with you. Если вы окажете Кришне какое-то небольшое служение, то благодаря этому небольшому служению Кришна согласится лично прийти и быть с вами. So this magic quality. Вот это качество волшебства, которым отличался Прабхупада. For example, I mean, we began to expect magic in our lives. Мы уже приучили себя ждать волшебства в нашей жизни. For example, one morning we had no money. Однажды утром, например, мы обнаружили, что у нас вообще нет денег. In San Francisco, none of the devotees even had jobs. В Сан-Франциско в то время мы жили, и ни один из преданных не работал на работе. And we walked out, my wife and I walked out, Malati walked out on the street early one morning to go to the temple. И мы со своей женой, с Малати, проснулись утром и вышли на улицу, чтобы пойти в храм. No one is on the street. It was early morning. Ранним утром на улица была безлюдна. And all of these $100 bills came blowing in the wind down the sidewalk. И вдруг ветер стал нам в лицо буквально швырять 100-долларовые купюры. So we just picked them up. You know, we expected Krishna would send us the money. We picked it up and went to the temple, paid all of our bills. Мы ожидали, что Кришна пошлет нам деньги. Вот послал, и собрали деньги, пошли, заплатили по счетам нашего храма. So the Swamis took us on this magic carpet ride. И вот с вами нас на своем ковре-самолете, это волшебном ковре буквально, отправил нас в это путешествие, взял с собой в это путешествие. It was as then as it is now. There's never been a change in my life since I met the Swami. It's all been a magic carpet ride. И скажу вам, что с тех пор ничего не изменилось. Как тогда мы летали на этом ковре-самолете со Шрилой Прабхупадой, так и сейчас. Ровно счетом ничего не поменялось. Как тогда, так и сейчас. We were so blessed to see every day the hundreds of magic things that Prabhupada did. И на нашу удачу нам выпало лицезреть вот все эти удивительные волшебные дела, которые вершил Шрила Прабхупада. But I think the most magic of all of Prabhupada's time with us. Но самым великим, самым удивительным чудом, которое совершил Шрила Прабхупада за все то время, что был с нами, the most powerful display. Самым грандиозным проявлением его волшебного искусства, Prabhupada's magic and mystical power, его магического, мистического могущества, was the 5 days that he was in Moscow in 1971. Были те 5 дней, которые он провел в Москве в 1971 году. That's 40 years ago exactly. Ровно 40 лет назад. It was a telescoping of time. Это как будто мы смотрим на это время в телескоп. Yeah, compressed. То есть это как будто время сжалось, как телескоп, знаете, телескопически сжимается в маленький кусочек. Точно так же это время сжалось за эти 5 дней и вместилось очень много времени в эти 5 дней. It was a compressed miracle. И это было такое концентрированное чудо. It changed the consciousness of the largest nation on earth. Эти 5 дней поменяли сознание величайшей, самой большой нации на поверхности Земли. And I was fortunate enough to be a witness. И мне очень повезло, что я оказался свидетелем этого. But
still see some of the old men there. Я по-прежнему вижу Not many, but старую гвардию там, немногих, но some of the old ladies still here. пожилых женщин также с тех времен. But before I describe those 5 days, I suppose I should, because there are not many of us people left, most of you are very young, I should describe some of the historical background. Но поскольку здесь нас, стариков, не так много в аудитории, большинство молодых людей, я все-таки посвящу некоторое время, чтобы описать исторический контекст. In 1970, before 1970, the world was sharply divided into two camps. В годы, предшествовавшие 1970-му, весь мир был разделен, очень резко разделен на два противостоящих лагеря. Divided by what they called the Iron Curtain. И разделительной границей служило то, что называли тогда железным занавесом. There was on this side the Eastern Bloc, the Russian Empire. С одной стороны была Русская империя, был этот Восточный блок. And on that other side of the fence was the non-communist Western capitalist countries. А с другой стороны были капиталистические страны, которые противоборствовали коммунизму. It was two ideologies, practically, communism and capitalism. Весь мир был разделен на эти две идеологии, капитализм и коммунизм. And the world was divided, sharply divided into these two beliefs. Этот водораздел проходил очень резко по всему миру, разделяя его на два этих убеждения. Every nation in the world was either communist or non-communist. И каждая нация в мире принадлежала либо к одному коммунистическому лагерю, либо другому, некоммунистическому. There were very few neutral countries. Очень немного было нейтральных стран. So the tension, the pressure in the atmosphere was very high. И это напряжение, противостояние, оно стало очень интенсивным, очень сильным в атмосфере. This lasted for decades, from the Second World War, for several decades. Это напряжение, противостояние продолжалось в течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны. And what made this curtain so impenetrable was a nuclear standoff. И что сделало этот железный занавес таким непроницаемым, это было ядерное противостояние между двумя блоками. Each side thought that the other side would destroy them with nuclear weapons at any moment. Потому что каждая из сторон противоборствующих подозревала другую в коварных планах по уничтожению этой стороны с помощью ядерного оружия в любой момент. With the slightest provocation. По любой самой ничтожной провокации. And in this way, the entire planet lived in fear. И поэтому вся планета жила в страхе. In my childhood and experience, I remember in our school we used to practice evacuating our school because in event that the bomb would fall. Я помню, когда я учился в школе, у нас эти детские годы учили в школах правилам эвакуации при случае атомной бомбардировки. And I lived in a remote province, far away, but we lived in fear. The Russians were going to drop the atomic bomb on us. А я жил в провинциальном городке очень далеко, но даже там мы боялись, что русские на нас бросят атомную бомбу. And I've heard that in Russia also, you thought that we were going to drop the bomb on you. Я знаю, что вы в свое время в России тоже думали, подозревали нас в планах по ядерной бомбардировке, вас в любой момент. In 2005, I had a job working in a gold mine in Armenia. В 2005 году мне довелось работать на золотых приисках в Армении. And in this very remote place in the mountains, far away from the nearest town, и там очень далеко и высоко в горах, вдали от населенных пунктов какого-либо рода. I saw the posters on the wall in the front of the mine. Там в горах я видел прямо перед этой шахтой, где добывалось золото, я видел большой плакат. And it was directions what to do in case of nuclear attack. И этот плакат был на самом деле инструкцией по технике безопасности, что делать, если вдруг началась ядерная война. This is a remnant from the 50s and 60s. Это пережитки 50-х, 60-х годов там по-прежнему стоят. So even in the remote places of Soviet Union, you were also fearing that we would attack.
Даже в этих удаленных закоулках бывшего Советского Союза вы тоже боялись, что на вас нападут. It's nearly impossible to understand this now. Сейчас невозможно даже понять, как мы жили в таком страхе. But it was very much the whole mood of the world in those days. Но вот именно в таком страхе жил весь мир в те времена. So you can imagine when Prabhupada, or the Swami, said to us, "I want to go to Russia." Представьте, что мы почувствовали, когда с вами сказал, Шрила Прабхупада сказал нам: я хочу в Россию. He told us this from the first days we met him in San Francisco. He said, "I want to go to Russia." На самом деле Прабхупада начал говорить нам об этом с самых первых дней нашего знакомства в Сан-Франциско. Он говорил: я хочу поехать в Россию. And we thought, oh, he doesn't really mean that. И мы думаем, ну, конечно, он шутит, он не имеет этого в виду. Nobody can go to Russia. Никто не может поехать в Россию. Especially to spread religion. Особенно, что учить новой религии. No, this is a godless state. We've all read in Karl Marx that God is dead. Это же безбожная цивилизация. Мы же все читали Карла Маркса. Бог мертв. So for many years, Prabhupada occasionally he would say, "I want to go to Russia. Can anyone get me a visa?" И на протяжении многих лет Прабхупада говорил, регулярно говорил: я бы хотел поехать в Россию. Кто-нибудь сможет мне визу оформить? So a few devotees tried. Некоторые преданные попытались. In particular, there was one American boy, Krishna Das. Особенно один преданный из Америки. But no one had much success. Они начали какие-то переговоры там и попытались получить визу, но успехом их усилия не увенчались. Eventually, Krishna Das started corresponding with a professor in Moscow I believe it's Moscow University, named Professor Kotovsky. И в конце концов у Кришнадаса завязалась переписка с одним профессором, насколько я помню, из Московского университета, которого звали Котовский, профессор Котовский. Yes. Head Department of Indian and South Asian Studies, Institute of Oriental Studies, USSR Academy of Sciences. Он был главой департамента по изучению Индии и Южной Азии Института Востоковедения Советской Академии Наук. So, where I left off before, the Krishna movement had expanded in India. Я, помните, остановился на том, что мы смогли распространить сознание Кришны в Индии. Everything was very stable and very successful in India. В Индии все было очень успешно, очень стабильно. Наш успех был стабилен там. And there was a festival in Bombay that we had at Cross Maidan. И мы в Индии провели фестиваль в Бомбее в месте, которое называется Кросс Майдан. For 2 weeks, Prabhupada spoke in the main center of Bombay, and tens of thousands, maybe 500,000 people came. В течение 2 недель Шрила Прабхупада читал лекции в самом центре, в самом сердце этого города, Бомбея, и на это время, наверное, 500 000 человек смогли послушать Шрилу Прабхупаду. So Prabhupada began to think things were becoming stabilized in India. Шрила Прабхупада стал думать, что сейчас мы смогли добиться какой-то стабильности здесь, в Индии. And again he began to request his disciples to get him to Russia. И он снова стал просить своих учеников помочь ему поехать в Россию. His disciple Hansaduda came from Germany to Bombay, and Prabhupada asked him, "Have you been successful? Did you get my visa?" В это время из Германии приехал в Бомбей ученик Шрила Прабхупады по имени Хамсадута, и Прабхупада спросил его: ну тебе удалось получить визу для меня в Россию? So Hansaduta said, "No, I've tried everything, Prabhupada. I have not got any success." И Хамсадута развел руками и сказал: нет, Прабхупада, я пытался сделать все, что мог, но мне ничего не удалось сделать. So Prabhupada looked at me sitting there in his room, and he said, "Syamasundara, can you get me visa?" Тогда Прабхупада повернулся ко мне, сидел прямо в этой комнате со Шрилой Прабхупадой при этом разговоре, и он сказал: Шьямасундара, ты можешь мне визу организовать в России? Prabhupada's slightest wish was our absolute command. Любое самое мимолетное желание Шрилы Прабхупады было для нас приказом. There was only one focus in our life, and that was to make Prabhupada happy. У нас была единственная цель в нашей жизни, единственное, на чем мы сосредоточили все наше внимание, это сделать Прабхупаду счастливым. I think Mondakini was mentioning, if we saw him smiling, we were happy. Как Матаджи Мандакини сказала, когда мы видели, как Прабхупада улыбается, мы сразу наполнялись счастьем сами. So I thought to myself, well, I won't succeed, but let me try.
Я подумал, ну, конечно, у меня ничего не получится, но попытаться стоит. It's impossible to go to Russia. В России же невозможно попасть. But I will go through the motions and it will make Prabhupada happy. Но, по крайней мере, сделать какие-то телодвижения, и это будет сделать Прабхупаду счастливым. So Professor Kotovsky had written one letter. И профессор Котовский написал письмо. I found a copy of it in the archives. И я нашел копию этого письма в архивах. Yeah, I'll just read it in English. You can translate it. What it says is, I thank you for your information about Swami Bhaktivedanta's lecturing tour. Yes, it's addressed to Krishna. Это письмо написано Кришнадасу, и он говорит: я благодарю вас за информацию о турне Swami Bhaktivedanta. If he would come to Moscow, the Soviet scholars doing research in ancient Indian culture will be very happy to meet him in the Institute of Oriental Studies. Если бы он приехал в Москву, то ученые, изучающие культуру, древнюю культуру Индии, были бы очень счастливы встречаться с ним в нашем институте востоковедения. This is dated 16th March 1971. Это письмо датировано 16 марта 1971 года. This is all we had. This is all we had. If he comes, we would be happy to have him speak to us. Если он сможет приехать в Москву, то мы были бы счастливы с ним встретиться. It isn't much. Не так-то много. But with this letter, I went to the embassy, the Russian embassy in Bombay. Не такая большая зацепка, но я пошел с этим письмом в русское посольство в Бомбее. And I don't, to this day, I don't remember exactly what happened. И до сих пор я не помню, что же там случилось. But again, by some magic, I got a visa for Prabhupada and 2 Americans. Но как по мановению волшебной палочки я вдруг получил визу для Прабхупады 2 американцев. I mean, Americans, their deadliest enemy. Американцы заклятые враги. I'm not sure what happened. Я до сих пор не помню, что случилось, как это все произошло. In these times, Brezhnev was the prime minister. Prime minister? Brezhnev was his name. В те времена главой государства был The Брежнев, leader of Russia. председателем президиума Верховного Совета. Almost like Stalin, very strong and Он был angry man. как Сталин такой в наших глазах, такой был сильный, суровый. And Americans were his enemies. А американцы были его заклятыми врагами. How the embassy gave visa to 2 Americans, I don't know. И мы до сих пор в уме не укладывается, как это посольство решилось дать визу 2 американцам. Now, of course, India was very friendly with Russia in those days. Но в те времена Индия была большим другом в России. Because the Indians were buying weapons. Потому что индийцы покупали у России оружие. And they had some kind of treaty arrangement as allies. И они подписали мирный договор сотрудничества и союзничества. So probably they gave the visa because Bhaktivedanta Swami is an Indian leader. He wants to come to Russia to speak. И, скорее всего, они дали визу, потому что сочли Шрилу Прабхупаду таким индийским духовным лидером, который приезжает в Москву, чтобы просто лекцию прочитать. And of course, he must bring his 2 attendants. И, разумеется, ему нужно помощников или ассистентов с собой привезти, также 2. Anyway, it was to be a 5-day tourist visa. И вот нам дали визу туристическую на 5 дней. And we were to be monitored at all times and never to leave the presence of in-tourist representative. И за нами должна была установиться неусыпная слежка, и мы никогда не должны были исчезать из виду агентов интуриста, агентства интурист, которые должны были постоянно сопровождать, куда бы мы ни пошли. So I brought the visas to Prabhupada's room and showed him. He was so happy. И когда я принес эти визы, занес их в комнату Шри Прабхупаде и продемонстрировал их ему Прабхупада, счастью его не было границ. His face lit up, like anything. Его лицо озарилось улыбкой сразу. I said, Prabhupada, the good news is we got visa for 5 days. И я сказал Прабхупаде: Прабхупада, хорошая новость в том, что нам дали визу на 5 дней. But the bad news is we have to leave in 2 days.
И плохая новость заключается в том, что нам нужно лететь уже через 2 дня. He said, let us go immediately. Так поедем сейчас, как Прабхупада сказал. And he said, Syamasundara, can you type? И я спросил меня, Шьямасундара, ты умеешь печатать на машинке? I said, yes, I can type, Prabhupada. Я сказал, да, умею, Прабхупада. Then you will be my secretary. Тогда ты будешь моим секретарем, сказал You Прабхупада. will travel with me. Ты будешь со мной путешествовать. So that began almost 3 years. I traveled with Prabhupada. И вот так, But our first trip as secretary was Moscow. с этого началась моя секретарская карьера со Шрилой Прабхупадой, которая длилась 3 года, но первая моя поездка с ним в этом качестве была в Москву. So at last, my thirst for adventure was filled. И вот в конце концов моя жажда приключений была утолена. I mean, that began the most wonderful period of my life, traveling with Prabhupada as his companion. И с этого начался самый удивительный период в моей жизни, поездки со Шрилой Прабхупадой, как его спутник, His adventure sputnik. как его охочий до приключений спутник. So many places. He would get many invitations. Мы посетили много мест с ним, и потому что Прабхупаду приглашали в разные места постоянно. He would call me to his room. He would say, Syamasundara, I have invitations from New York, I have invitations from Paris, I have invitation from this place, that place, and one invitation from Nairobi. И Прабхупада вызывал меня к себе в комнату и говорил, Шьямасундара, смотри, у меня тут приглашение в Нью-Йорк, в Париж, в то место, в другое место, еще в Найроби. He said, where do you think we should go? Куда мы, думаешь, должны поехать? I said, well, Prabhupada, you haven't been to Africa yet. Я говорил Прабхупаде, Прабхупада, в Африке вы еще не были. He would say, I was thinking the same thing. Да, говорил Прабхупада, я тоже так думал. He wanted to go to the wildest places. Он был готов поехать в самые дикие места. So we began the airline to Moscow. We got on the plane Air India, 747 to Moscow. Сели на самолет Boeing 747 авиакомпании Air India From Mumbai. из Мумбаи в Москву. And shortly after we got in the air, И очень сразу после взлета the captain of the plane came back and he introduced himself to Srila Prabhupada. He had been at the Cross Maidan festival. He had seen Prabhupada there. к нам подошел капитан этого воздушного судна и представился. Оказалось, что он был на лекции Шрилы Прабхупады в Кросс-Майдане и запомнил. So he invited Prabhupada up to the cockpit of the airplane. И он пригласил Шрилу Прабхупаду в свою, как называется, кабину для пилота. And Prabhupada was up there for a long time, Prabhupada провел там almost an hour. He was with the captain flying the plane. И Шрила Прабхупада провел в кабине пилота целый час, очень долгое время, и он вместе с пилотом вел этот самолет. Похоже. When he came back, he was just like a little boy. И он вернулся обратно, как маленький мальчик, весь горящий. He was describing to us how all of these machines work, all of these instruments, how they all work together so nicely. И он оживленно рассказывал нам с воодушевлением, как все эти стрелки там все показывали, как все эти аппараты работали слаженно, и все очень хорошо проходило в этой кабине пилотов. How this big machine flies through the air. Он No magazines, nothing, no newspapers. Но строго-настрого предупредили перед тем, как мы выехали в Россию, что нельзя брать с собой никаких печатных материалов, ни книг, ни журналов, ни листовок, ни газет, ничего ровным счетом. This was a very serious offense, and if we were caught with these books or literature of any kind, we might get thrown in jail. Это было очень серьезным преступлением. И если бы нас застали, с какой-нибудь поймали бы на границе какой-то печатной продукции, то за это мы могли бы оказаться в тюрьме. Now, unknown to me, while packing I made sure there were no books, literature, and Prabhupada's stuff, but Malati packed my suitcase. And unknown to me, she put in a copy of Bhagavad Gita. И я сам свой чемодан не собирал в дорогу, его собирала Малати. Я совершенно не знал, она совершенно неведома для меня. Собирая мои вещи в дорогу, туда положила экземпляр Бхагавад-гиты. Хотя я тщательно проверил, чтобы никаких книг не было в моем личном багаже. And in this Bhagavad Gita were many photos of Krishna, and Prabhupada, and all of the
demigods, all kinds of photos. И в Бхагавад-гите было много иллюстраций, там Шрила Прабхупада, Кришна, полубоги и другие изображения религиозного содержания. And also a copy of this small book called Easy Journey to Other Planets. И она также положила экземпляр книги, которая называлась «Легкие путешествия в другие планеты». So we arrived at Sheremetyevo airport, same airport. Мы прилетели в тот же самый аэропорт Шереметьево. And we proceeded to go through the customs. И подошли к пункту таможенного досмотра. And these men are dressed as police with the hat and very serious men. И там стояли серьезные мужчины, очень одетые в милицейскую форму. So Prabhupada went through first, and then his other servant, Aravinda. Вначале прошел Шрила Прабхупада через пункт досмотра, потом Аравинда, его слуга. And then it's my turn. They put my case there and opened it. Настала моя очередь, они взяли мой чемодан, открыли его. And they just didn't, briefly look. They took everything out. И они не то, что как-то поверхностно посмотрели вещи, они все выпотрошили из чемодана. And suddenly, there is that book. И вдруг And my heart dropped. увидели эту книгу, и сердце мое ушло в пятки. But he grabbed the book by the side and he pulled it out like, aha. И он таким жестом, как, знаете, как будто он поймал преступника, достал эту книгу из чемодана, ага, торжествующий, за корешок. And all of the photos went flying all over the place. И все фотографии, которые лежали в этой книге, также разлетелись по полу. And my heart was dropping. I thought, oh, I'm in jail now. Мое сердце бешено колотилось, я думал, ну все, теперь мне тюрьма светит. But he was so embarrassed by doing that. All of the men in the customs were picking the photos up all over the room. The man was embarrassed. The man was embarrassed. Но на самом деле человек, когда он понял эту книгу, из нее разлетелись фотографии, он встал, ему стало стыдно, за что так получилось, и он встал, кинулся собирать все эти фотографии по полу, ему стали помогать его коллеги. They threw the photos back in, zipped it up and said, go, go, go. Они собрали все эти фотографии, запаковали, что он говорит, сюда иди, иди. So that was how the first piece of transcendental literature entered Russia. Вот так первый экземпляр трансцендентной книги, трансцендентных книг проник в Советский Союз, в Россию. We got into one of those, I think it's called ZIL, the big limousine in tourists. And they drove us up the same road I came yesterday. И затем мы сели в лимузин производства ЗИЛ, который подогнал интурист к нашему прилету, и мы проехали по той же самой дороге, по которой я проехал вчера. But in those days there was a lane in the center, and there were very few cars. So maybe in several kilometers you might see 3 or 4 cars. Тогда машин было очень мало, и на протяжении нескольких километров вы заметили, может быть, 2 или 3 машины. И была одна полоса посередине. Yeah, in the center lane, this lane was for the government vehicles, and there were several of those going back and forth very fast. И эта полоса движения посередине оставлена была специально для правительственных машин, и там они сновали туда-сюда, эти очень быстро правительственные машины в обе стороны. So this road led us to the heart of Moscow. Вот по этой дороге мы добрались до сердца Москвы. At the National Hotel. А мы поселились в гостинице «Националь». This hotel still exists? Yeah? Гостиница по-прежнему стоит, да? «Националь» есть еще? Still around. По-прежнему там стоит гостиница «Националь». Надо съездить посмотреть на нее. Very centrally located nicely to Red Square and Lenin. Она находится прямо на Красной площади, в самом центре Москвы, там рядом с мавзолеем Ленина. So they gave us 3 small rooms, Они дали нам 3 маленькие комнаты. separated by long distance. Эти комнаты находились на большом расстоянии друг от друга. Prabhupada was up 1 or 2 floors, and many, it seemed like a half a kilometer to his room. И похоже, комната Прабхупады находилась 2 этажами выше нас, и нужно было еще очень долго добираться до нее по коридору, и казалось, что полкилометра нужно было пройти, чтобы дойти до Шрилы Прабхупады. So Aravinda agreed to give up his room and sleep on the floor in Prabhupada's room with Prabhupada. Аравинда согласился отказаться от своей комнаты и спать на полу в комнате Шрилы Прабхупады. But my room was
far away. Но моя комната была очень далеко. And we had to convince the management that we wanted to cook our own food. И нам пришлось убедить менеджмент позволить нам готовить самим себе. It was a big difficulty, but eventually they agreed to give us the servants' kitchen to use. И было очень сложно их уговорить, но в конце концов они поддались уговорам и согласились выделить нам небольшую кухню в подсобном помещении для прислуги. And the Prabhupada brought his little cooker. It was a 3 or 4 part cooker, all in one. You've seen those tiffin type thing, and that was our all of our cooking utensils was in that one packet. Шрила Прабхупада привез с собой свою знаменитую кастрюльку, состоящую из 3 или 4 секций. Наверняка вы видели, похоже на тифин. Вот и все то, что мы готовили, готовилось в этой кастрюльке. Это была наша кухня, кухонная утварь. So first thing when we got here, I called Professor Kotovsky. Когда я добрался до Москвы, первым делом я позвонил профессору Котовскому. He was very surprised. Он был очень удивлен. We are in town, Professor. When can we see you? Ну вот мы приехали, профессор, когда встречаемся? So he said, not tomorrow, but next day, second day. Он сказал, не завтра, давайте послезавтра встретимся. So I was new to the job as secretary, but I thought my first responsibility is managing the time. Я еще не свыкся со своими обязанностями секретаря, и поэтому думал, что моей главной обязанностью на этом посту секретаря является составление расписания Шрилы Прабхупады. My biggest fear that Prabhupada would not be happy because he was not preaching. Я думал, что самое большое огорчение для Шрилы Прабхупады будет, если его время не будет использовано для проповеди здесь. So I said, Prabhupada, we have one day until we meet Kotovsky. Shall we go sightseeing? Я сказал Прабхупаде, Прабхупада, у нас один день свободный есть до встречи с Котовским. Может быть, пойдем на экскурсию по городу? He said, yes, let us see this place. Давай посмотрим это место, сказал Шрила Прабхупада. So that day, I guess next morning, first day, we went out in the early morning, got on a bus for sightseeing. И вот ранним утром на следующий день мы вышли из гостиницы, сели на автобус, который повез нас на экскурсию. And Prabhupada was not very impressed. In those days, downtown Moscow was very stark and military. And even though it's summer, it was kind of gray. И на Прабхупаду эта экскурсия по Москву, по центральной части Москвы, большого впечатления не произвела, потому что Москва в те времена, хотя это был центр, но там было очень мрачно, все как-то по-военному, и очень все в серых тонах, несмотря на летнюю погоду и на летний сезон. There were not many automobiles and very few people on the street. Было совсем немного автомобилей и еще меньше людей на улицах Москвы. And as we were driving, we passed some huge churches. И по дороге мы проезжали мимо больших церквей. But they were run down, dilapidated. Но было очевидно, что эти церкви давно пришли в запустение, ветшали. And in front of the church doors, there were army guards, 2 guards in front of each door. И перед входом в каждую церковь стояли часовые в военной форме. And we were told that these churches had been closed for some of them for 50 years. Нам сказали, что некоторые из этих церквей стоят закрытыми уже 50 лет. And that only some old people were allowed to enter. И только очень пожилым людям, некоторым, разрешалось заходить в эти церкви. And I told Prabhupada about the philosophy of Karl Marx. Я рассказал Шриле Прабхупаде про философию Карла Маркса. That God is dead, basically. Суть философии Карла Маркса заключается в том, что Бог умер. And we might have time, we'll see tomorrow or next day. Prabhupada, I went to college, and my major in college was philosophy. Может быть, у нас будет время на это в один из последующих дней, завтра или послезавтра. Я об этом расскажу более подробно. Но когда я ходил в институт, то я специализировался в изучении философии. Это была моя основная тема исследований. So later, Prabhupada produced a book of philosophy. I don't know if you've seen it. It's called Dialectical Spiritualism, which is a discussion between
myself or Hayagriva as a Western philosopher and Prabhupada. И Шрила Прабхупада использовал этот факт того, что я был знаком с философией. Мы выпустили книгу, может быть, кто-то из вас видел эту книгу, она называется «Диалектический спиритуализм». На русском языке она уходит в самоиздате, похоже, было выпущено. И там мы со Шрилой Прабхупадой обсуждали различные философские системы Запада. Я и Хайагрива выступали в роли западных философов, а Прабхупада обсуждал и подвергал критике их учения. Has that been translated into Russian? Unofficially. Anyway, in that book, we discuss Karl Marx. И вот в этой книге мы обсуждаем философию Карла Маркса. And as with every other Western philosopher, from Plato, Aristotle, up to the modern philosophers, Prabhupada defeated all of them. И Шрила Прабхупада в этих обсуждениях философских систем, начиная с Платона и Аристотеля и кончая современной философией, не щадил никого. Он сокрушительно опровергал все философские системы. So the highlight of this tour, we're taking this tour in this bus, was the Moscow University. И вот апогеем, самым главным событием этой экскурсии по Москве для нас было посещение Московского университета. The guide on the bus was the most proud of this university. This was the object of our tour, is to see this wonderful monument to Russian philosophy. Наш гид, экскурсовод, был очень счастлив, был заметно подвести нас к этому зданию Московского университета, потому что он считал это гвоздем всей экскурсии, что вот это цитадель нашей философской мысли, этот Московский университет. So Prabhupada, seeing this, became a little depressed and he started feeling a little ill. И Шрила Прабхупада, видя этой Москвы, Yeah, by the time we got there to the university, he was not feeling good. и к тому времени, когда мы доехали до университета, Шрила Прабхупаде стало не здоровиться, он почувствовал себя немножко. He thought he might be we were wasting our time. Он почувствовал себя нездоровым, и мы подумали, что, может, мы зря вообще поехали на эту экскурсию, это была пустой затеей, тратой времени. Prabhupada would rather be preaching or reading or translating or something, not seeing the sights. Мы думали, что, может быть, стоило это время потратить на перевод, Шрила Прабхупада мог переводить это время, мы проповедовать могли и обсуждать философию, и не тратить время на эту пустую экскурсию. So I told our tour guide, this man is not feeling well, we're going back to the hotel. Я сказал нашему экскурсоводу, похоже, вот нашему спутнику не здоровится, поэтому лучше поехать обратно в гостиницу. She became very confused. She didn't know what to do, so I hailed a taxi. Эта женщина-экскурсовод не знала, что делать, она растерялась, и я просто остановил такси. And we just got in and went away. Мы залезли в такси и поехали на такси в гостиницу. And as we were driving, I told the taxi driver, Hotel National Hotel. Когда мы залезли в такси, забрались в такси, я сказал водителю, мы должны ехать в гостиницу «Националь». As we were driving, the man did not speak English, we did not speak Russian, but somehow or other we had a small conversation, and he recognized that this man with me was a holy man, a saintly man. Водитель совсем не говорил по-английски, а мы не говорили по-русски, но тем не менее у нас завязалась какая-то небольшая беседа, мы смогли как-то понять друг друга, и этот человек, который вел такси, дал нам понять, что он понял, что Шрила Прабхупада был на самом деле святым человеком из Индии. And when we got to the hotel, we got out, I realized I have no money. We have no money. И когда мы прибыли к гостинице, то я вдруг вспомнил, что у нас нет денег. I told the driver, taxi driver, I'm sorry, we have no money, you know, no money. And he said, never mind. This is a saintly person, I don't care. И когда мы подъехали к гостинице, я сказал, показав пустые карманы, сказал, извините, у меня совсем денег нет. А такси сказал, ничего страшного, я подвез святого человека. Prabhupada was very impressed. He said, you see, these people want God. They understand about God, but the state will not allow them. И Прабхупада был очень впечатлен этим качеством человека. Он сказал, смотри, эти люди очень хотят Бога, они жаждут Бога, но правительство и государство им не разрешает эту жажду осуществить. So as we walked up the stairs into the hotel, I saw something very funny I'll never forget.
И когда мы заходили по ступенькам в гостиницу, то я увидел очень... Взял оттуда несколько ложек сахара без разрешения. I guess in those days, sugar was more precious than gold. Наверное, в те времена сахар был более ценным, чем золото. So the next morning, and then the second day, we are there. We went to visit Professor Kotovsky. И вот на следующий день мы поехали на встречу с профессором Котовским. I'm not sure. I don't remember how we got there. Perhaps we took a taxi. Не помню уже, как мы добрались до места, где мы должны встретиться, где должна была состояться встреча. Наверное, мы взяли такси. But we were met at the curb by Professor Kotovsky and his assistants, associates. У нас на подъезде к зданию встретили профессор Котовский и его ассистент. And he guided us into his offices. И они завели нас внутрь здания, показали офисы. And I had a tape recorder. In those days, they had just invented the cassette tape recorder. В то время кассетные магнитофоны или диктофоны были новинкой, их только изобрели. Had a small cassette like that. Маленькие кассеты, если кто-то помнит. And I brought that from India with us. It was about this big. Это был довольно большой аппарат, такого размера, кассетный магнитофон. But it seemed very small for the time. That was the smallest tape recorder. Но в то время он казался очень миниатюрным. Это был самый маленький магнитофон, который можно было вообще купить. And I had this in my book bag going into the office. И вот мы заходили в кабинет профессора Котовского, и у меня этот магнитофон лежал в сумке с книгами. And I asked Professor Kotovsky if I could record the conversation. В сумке для книг. И я спросил профессора Котовского, а можно мне записать наш разговор? And he said no. И он сказал нет. So I put it under the table. I sat and I put it under the table like this, and I turned it on anyway. Но я положил и стал держать, вернее, магнитофон под столом вот таким образом, и тем не менее его тайком включил. So that entire conversation was recorded. И таким образом была записана вся беседа между Прабхупадой и Котовским. Have you seen that conversation Вы between Kotovsky and Prabhupada? You've seen it? Have you read it? Yeah. Вы читали эту беседу между Котовским и Шрилой Прабхупадой, да? It's very interesting. Maybe in the next few days we can discuss that. Очень интересная беседа, и, может быть, в один из последующих дней мы сможем обсудить эту беседу с вами. It was a long discussion, but Prabhupada talked about Varnashram Dharma. He talked about, I can't remember all of the topics, but very important. And Kotovsky argued some points with him that are very interesting. But by the end of the conversation, neither Prabhupada or Kotovsky was very much convinced by the other one. Это была очень интересная беседа, они обсудили множество философских положений, например, они обсуждали систему Варнашрама, но к концу беседы ни Котовский, ни Шрила Прабхупада не были убеждены аргументами другой стороны. Prabhupada always spoke perfectly, and his conversations, thousands of them, you've seen them, thousands of lectures, conversations, each one is perfect. And Prabhupada never minced any words. Шрила Прабхупада отличался безупречным стилем ведения бесед. Он безупречно строил беседу с каждым человеком, их тысячи и сотни тысяч таких бесед и лекций Шрилы Прабхупады, в которых он говорит очень ясно, и он не говорит ненужных слов, он очень ясно и доходчиво объясняет свое послание. He never changed the philosophy in order to be charming. He never watered it down or diluted the philosophy in order to be charming. Он никогда не жертвовал философией и не разбавлял ее, не пытался как-то придать ей какую-то обтекаемую форму, чтобы показаться привлекательным и очаровательным своего собеседника. And yet he was so charming while presenting the philosophy that it was perfect in the way the person who received the philosophy benefited. Но, тем не менее, сам Шрила Прабхупада, когда он представлял так бескомпромиссную философию, был очень очаровательным. И он тем самым давал огромное благо своим собеседникам, с которыми общался, представляя философию бескомпромиссно.
I remember toward the end of the conversation trying to persuade Kotovsky to set up some more meetings with the students or with the other faculty, tried to help us while we were in Moscow get some more meetings. Помню, к концу разговора я попытался вдохновить Котовского, организовать для нас какие-то еще встречи со студентами или с сотрудниками других факультетов, чтобы мы могли максимально использовать время в Москве для проповеди. And at the end of the conversation, you will read that Kotovsky says, "Well, I cannot help you, but you should try your embassy. Perhaps your embassy can schedule some meetings." И Котовский к концу беседы говорит: ну, в этом я вам помочь не могу, но, может быть, вы можете обратиться в ваше посольство, индийское посольство в России, и они могут помочь организовать какие-то встречи с вами. And Prabhupada's last word in that conversation was, "We shall arrange." И последние слова, заключительные слова, прозвучавшие из уст Шрилы Прабхупады в этой беседе, было: мы об этом побеспокоимся. Мы устроим, буквально можно сказать. And Kotovsky, to his great credit, said, "That you can, that you can." И Котовский, к его большим заслугам, сказал при этом: да, можете устроить, устраивайте. And it's interesting that the very next day, we'll get into this story, but the son of one of the embassy staff was the object of Prabhupada's being there anyway. The embassy, Kotovsky says you should ask your embassy to help. It turned out that the Indian boy we met the next day, his father worked at the embassy. И так и получилось. На следующий день мы встретились с одним индийским юношей, отец которого работал в индийском посольстве в России. Прабхупада проповедовал ему. So 2 days have passed now. First day sightseeing, second day Kotovsky. Вот 2 дня уже прошли. Первый день это экскурсия, второй это Котовский. And now I'm worried. We have 3 more days. Nothing to do. Итак, я теперь начал испытывать беспокойство. 3 дня и нечего делать. So part of this, okay, this is summer. Now, it's summer high season, just like now, this time of year. Самый разгар лета, как сейчас примерно. And I am supposed to find food for us to eat. И я должен отправиться на поиски еды, чтобы мы все могли поесть. Prabhupada engaged and find food. Those were my 2 big jobs. Для меня 2 приоритетами, самыми главными задачами было занять как-то Шрилу Прабхупаду, дать ему какие-то возможности проповедовать и найти продукты питания. But to my surprise, there is not much food. Но к своему удивлению я обнаружил, что в Москве пищи было немного. Food was not available. Просто не было достать, не было возможности достать ее. Each type of food had one shop, special shop, only for that food. И каждый продукт продавался в отдельном магазине. Dairy product food, bread shop, vegetable market. В одном магазине продавалось молоко, в другом хлеб, в третьем овощи. И для каждого продукта питания был свой магазин. And for each shop is a long queue. В каждом магазине была большая очередь. Hundreds of people waiting in the line, height of the growing season, and there's no food available. Сотни людей стояли в очередях в эти магазины продовольственные, хотя, казалось бы, это разгар, жатвы, как это называется, уборки урожая или что-то в этом роде. Должны были пищи быть вдоволь, но все люди стояли в очереди, а пищи не было. So my time was taking to wait in these long queues. И вот мое время проходило в этих очередях, долгих очередях. I would come back with 1 cabbage, 2 bottles of milk, bring them to Prabhupada and say, "Look, I found some milk, I found the cabbage," and that's how we ate. И я возвращался обратно к Шриле Прабхупаде, неся в руке качан капусты, например, 2 бутылки молока. И говорил: Прабхупада, должен достать качан капусты, 2 бутылки молока. Вот так мы питались. And I was surprised to see how polite the people were in these long queues. Но я был удивлен вежливостью людей в этих долгих очередях. They saw me in dhoti, knew I was a stranger, and they always said, "Oh, you go to the front of the line." Они, видя меня одетого в дхоти, понимая, что я чужеземец, иностранец, всегда предлагали мне пройти вперед и не ждать в очереди.
I would tell these stories to Prabhupada. He would say over and over, how kind and wonderful these Russian people. Only their state is bad. И когда я приходил к Прабхупаде обратно из магазинов, рассказывал им про манеры и характер людей в этих очередях, он удивлялся и говорил, какие удивительные люди. На самом деле, очень хорошие люди. Единственное, что плохое, это государство здесь. So, as you know, the staple of food in India is rice. Как вы знаете, основным продуктом питания в Индии является рис. And I looked for rice all over Moscow. Я искал рис повсюду, во всех уголках Москвы. And finally, I found one shop with some bags of rice from North Korea. И в конце концов я набрел на магазин какой-то, в котором были пакеты с рисом из Северной Кореи. And it was very hard, small pieces, very hard. Очень мелкий, очень жесткий рис. But Prabhupada was very pleased. At last we have rice. Прабхупада был очень доволен. Ну вот, наконец, удалось рис достать. And I think it was a kilo or about that much. Он небольшой пакетик риса, килограмм или около того. So it's a lot of rice for 3 people for 3 days. Ну, для 3 людей на 3 дня этого было достаточно. But Prabhupada said, cook it all. Но Прабхупада сказал, нет, давай весь его приготовим. And we will make sweet rice. Мы приготовим сладкий рис. So by cooking all this rice, we ran out of containers. There are no more containers. Но мы стали готовить сладкий рис, но у нас кончилась посуда, не в чем было его готовить. So Prabhupada went in his bathroom and he brought out his loda. А Прабхупада зашел в свой туалет, в ванную комнату и достал оттуда лоту, принес. For using in the toilet. Лоту, которую он использовал для гигиенических целей в туалете. And he said, wash this out and put the rice in that. Вот можешь помыть эту лоту и туда рис налей. So this is an example of Prabhupada's pragmatic, practical nature. Прабхупада был очень прагматичным, очень практичным. So still 3 days. 3 days to find something to do. Ну вот у нас осталось 3 долгих дня, и нам нужно было что-то делать. And we had heard, from books and stories, people were telling us that if you go to Moscow, the KGB will follow you everywhere. И нам было известно из книг и преданий о том, что в России, если вы выходите куда-то, то в Москве, то за вами будут агенты КГБ ходить по пятам. Везде. And I began to notice as I walked around. Или за нами слежку. But I don't blame them. I mean, if they see someone dressed like this in dhoti and shaved head, they must think something is different. Но я их ни в чем не виню, потому что любой бы на их месте, если бы видел такого с бритой головой и в дхоте, заподозрил бы что-то неладное в Москве. One day I was standing in the line for dairy products. Вот однажды я стоял в очереди за молочными продуктами. And this man, 2 or 3 men behind me in the line, he kept looking at me. И один человек, который стоял поодаль от меня сзади в очереди, от меня разделяли от него 2 или 3 человека, он все время смотрел на меня очень пристально. Finally he went, psst, psst, psst. So I came over and he said, you know about yoga? You know yoga? И в конце концов он так очень тайком подозвал меня к себе, я подошел к нему, он стал спрашивать, ты знаешь что-нибудь про йогу? Oh, I was so happy. I was talking with somebody, finally, a Russian man. Yes, I know all about yoga. He spoke English. И он на английском спросил, и я Syamasundara говорю, что я был вне себя от счастья, потому что в конце концов с кем-то удалось поговорить здесь. И он говорит, да, я знаю про йогу. He said, he took me to the side, he said, my friends and I, we have a yoga group, we meet every night, or 2 or 3 nights a week. Can you come and talk to us? И он сказал мне, отведя меня в сторону, он сказал, что мы с друзьями собираемся, у нас такой небольшой клуб йоги есть. И мы собираемся по вечерам, 2 или 3 вечера в неделю. Может быть, вы могли бы приехать к нам и нас научить йоге? But he said it like this. He didn't want anyone else to hear. He said, you go, he gave me the directions. You go to this street, this street, this street, and then you come to this building, and you go up the stairs, and down the floor of, 4th floor of this building at 7 o'clock or 10 o'clock tonight, and you'll see one room with the light on underneath the door, and we are in that room. Please come. И он мне начертил план, он говорил очень украдкой, шепотом, прикрывая рот рукой, чтобы никто не смог
услышать, что он говорит, он стал шептать мне, что вот, пожалуйста, приходи, вот нужно идти по этой улице, потом там свернуть на ту улицу, потом там на ту улицу свернуть, подойдешь к зданию, такое здание будет стоять, поднимешься на 4-й этаж, будешь идти по коридору, подойдешь к двери, и там под дверью будет гореть свет. И ты должен быть там ровно в 7 или в 10 часов. И там мы собираемся, чтобы изучать йогу. So I was so happy and so excited. I came bouncing back to Prabhupada and said, I found somebody who wants to meet us tonight, who wants to meet me and talk about yoga. Я был вне себя от счастья, прибежал просто в припрыжку к Шри Прабхупаде, стал говорить ему, я не могу поверить, но в конце концов я с кем-то встретился, человек заговорил со мной о йоге, он хочет, чтобы я пришел сегодня вечером, научил его йоге, рассказал что-то про это. Prabhupada looked at me and thought, and he says, do not go, they are police. И Прабхупада посмотрел на меня и сказал, не ходи, это полицейский. So I didn't go. И я не пошел. And then later that day, I heard that there were oranges available across Moscow somewhere within walking distance. And I walked a very long time to this, someone gave me the address where I could buy some oranges. И на следующее утро до нас донеслась весть, что там где-то апельсины выбросили. В магазине, в смысле. Правильно, да, говорят, выбросили. И это было недалеко, то есть нужно было, мне сказали, недалеко идти пешком, но, как выяснилось, идти было довольно далеко пешком. Я записал адрес и очень долго шел до этой улицы, где, до магазина, где там в магазине появились апельсины. So as I was walking near the place, I saw 5 or maybe 10 men walking together with red armbands. They were dressed in ordinary clothes, working clothes, but they had red armbands on their sleeves. И по дороге, пока я шел пешком к этому магазину за апельсином, я увидел, что там также шли нога в ногу люди в гражданской одежде, но с красными повязками на руках. Их было 5 или 10 человек. And they grabbed me, pushed me against the wall, and were yelling at me some words I could not. Finally, I heard the word document, document. И они схватили меня, бросились на меня, схватили меня, прижали меня к стенке и стали кричать на меня на непонятном языке. Но я разобрал только слова «документ», «документ». So I said, document, hotel, document, hotel. Я сказал «документ, хотел». Гостиница, мол, So документ. they backed off. They could see that I wasn't. And what I found out later, these were citizen, voluntary bands of men. After work, they would go out looking together as a group, looking for people who were deviating from the Soviet norm. И когда до них донеслось, что они поняли, когда услышали мои слова, до них дошло, что я иностранец, они сразу меня отпустили. И потом мне сказали, что это были народные дружинники, это люди, которые после работы выходили совершенно добровольно, выходили группами на улице, чтобы просеивать, прочесывать улицы на предмет отклонения социалистического образа жизни. Can you imagine now? I mean, your young people walk around with green hair and hardly any clothes, nobody cares. Сейчас представьте себе, у вас могут быть зеленые волосы, вообще практически никакой одежды, никому дела нет. Никаких дружинников, ничего. But it gives you an idea the level of danger at that time. Но это дает вам понимание уровня опасности, который существовал тогда в Москве. So, still 2 days have gone, 3 yet to go. And this was summer, just like now. And вот 2 дня прошло, и 3-й день наступил, и стояла летняя погода, как сейчас прям. So it got light very early in the morning, it stayed light late, the air was fresh. So Prabhupada liked to take long walks. Еще рано светалось, и очень поздно смеркалось по вечерам, воздух оставался свежим. Прабхупада очень любил выходить на утренние прогулки. He would get up very early, like about 4 o'clock, 5 o'clock, and say, "Let us go for a walk." Он вставал рано утром, в 4-5 утра, и говорил, ну пойдем на прогулку. I think this picture here is from one of those mornings. И вот это изображение Шрилы Прабхупады на сцене на фоне собора Василия Блаженного, это одна из таких фотографий Прабхупады с утренней прогулки. And you can see the streets are freshly washed. Вы можете видеть на фотографии, что улицы помыты водой. Prabhupada was very impressed. Свежевымыты. И Прабхупаду это очень впечатлило. These were mostly women, older women, were turning on the fire with hoses
washing the streets. Там выходили пожилые женщины на улице, дворники, и они бронзбойтами поливали улицы струйной воды. Prabhupada said this was a sign of a high civilization, that they would wash the streets in the morning. Прабхупада сказал, что это признак высокоразвитой цивилизации, что люди поливают водой улицы по утрам. And you can see in the background the onion domes of St. Basil's Cathedral. И вот там луковицы собора Святого Василия Блаженного видны. And you've all seen that famous picture where Prabhupada is like this, with the domes behind him. И вы также наверняка видели эту знаменитую фотографию Прабхупады в профиль на фоне куполов собора Василия Блаженного. In that picture, the story of that picture, actually, I was laying in the street. I took the camera and I laid down in the street and pointed it up at Prabhupada. He was just kind of laughing along, and then he saw I was pointing the camera, so he went. Эта история фотографии такова, что я в этот момент, мы гуляли со Шрилой Прабхупадой, и всю дорогу Шрила Прабхупада шутил, смеялся, вел себя очень непринужденно. А я лег, чтобы получить такой ракурс, я лег на асфальт и навел камеру на Шрилу Прабхупаду. И хотя Прабхупада к тому моменту все время шутил и смеялся, когда он увидел наведенную на него камеру на фоне куполов собора, он сразу принял очень серьезное выражение лица. So he put on his serious face. Then as soon as I snapped it, he started laughing very big because I was laying on the pavement. И он сразу, Прабхупада, сделал очень серьезный вид. Я щелкнул камерой, и как только камера щелкнула, Прабхупада стал смеяться. Потому что я лежал на асфальте с этой камерой, снимал его. The thing I remember most, deepest about Prabhupada was his sense of humor. Что больше всего запомнилось мне о Прабхупаде, это его чувство юмора. He was always laughing. Всегда смеялся. If you see I just saw 35,000 photos. I would say the majority of them, he's either smiling or laughing. Вот я только что, как вам сказал, просмотрел 35 тысяч фотографий со Шрилой Прабхупадой, но на подавляющем большинстве этих фотографий Шрила Прабхупада либо улыбается, либо смеется. In fact, I did a study on the Veda base, the Veda base. All of his conversations, lectures, everything he ever wrote or said. The second most used word next to Krishna is laugh. На самом деле я сейчас только что закончил исследование или изучение Veda Base. Это программа, которая включает в себя все, что Прабхупада написал. И я заметил, что когда бы я не оказывался в фотографии вместе в одной фотографии со Шрилой Прабхупадой, я тоже обычно либо улыбаюсь, либо смеюсь. I think that was my deep relationship with Prabhupada, is that he made me laugh more than any person I've ever met. Это, похоже, был еще один из аспектов моих глубоких отношений со Шрилой Прабхупадой, что Прабхупада смешил меня больше, чем кто-либо еще в моей жизни. I made him laugh too. I tried very hard to make Prabhupada laugh. That was my biggest enjoyment in life, to see Prabhupada laugh. Я тоже старался смешить, изо всех сил старался смешить Шрилу Прабхупаду. Это было величайшим счастьем для меня видеть, как Прабхупада смеется. Prabhupada always cracks me up. He could see the humor behind everything. Прабхупада всегда заставлял меня просто взрываться взрывами смеха, потому что он видел юмор во всем. Sometimes I was his audience. Иногда я был единственной аудиторией его. And I would notice him lift one eyebrow up, like look at me like this with one eyebrow, like, how am I doing? Yeah, like he would. This one eyebrow meant, how am I doing? As an entertainer. И иногда Прабхупада, когда мы с ним общались и так, и смеялись, иногда он смотрел на меня искоса и вопросительно поднимал одну бровь, вот так, и смотрел на меня искоса одним глазом, и это означало, это был не мой вопрос, ну как тебе? То есть как он, как сказать, как артист комедийного жанра. I mean, despite the hardships, it wasn't easy. These were very hard times. Traveling with Prabhupada was difficult. На самом деле было очень много трудностей, нам приходилось преодолевать очень много трудностей путешествия со Шрилой Прабхупадой. Это было нелегкое занятие совсем. But it was like a camping trip with your family. Но это было похоже на выезд с семьей за природу куда-то. You know, when you go camping or go in a park on a trip with your family, it was always like that with Prabhupada, no matter how difficult. Ну, как вы с семьей куда-нибудь выезжаете на природу, всегда какие-то сложности есть, или в парк отправляетесь, но сложности не идут в счет, потому что вы в семье.
И это всегда приятная поездка. Точно так же со Шрилой Прабхупадой было. You go camping with your children or your family? Уезжаете на природу со своими семьями, с детьми или с родственниками? Уезжаете? Traveling with Prabhupada was like going on a camping trip. Там вы можете понять, каково было выезжать со Шрилой Прабхупадой в его поездке. Также было как в природу с семьей. So 3 more days. After 3 more days, what to do? How can we? I keep Prabhupada occupied for 3 days. We've done the sightseeing. We've seen Katowski. И вот 3 дня, еще 3 дня. Чем бы их наполнить? Чем бы занять Шрилу Прабхупаду? Мы уже проехали с экскурсией по Москве, уже повидали Котовского. This is when Krishna showed his hand. И вот Кришна показал свою руку нам. I went to buy. In order to buy more food, I had to go to the bank to change some dollars into rubles. Я должен был сходить в магазин за продуктами и должен был также сходить в банк, чтобы поменять доллары на рубли. As I was approaching the bank, 2 boys came to me. И на подходе к банку ко мне подошли 2 молодых человека. There was one of the boys was from India. I could see. Одним из молодых людей был индиец, я мог это заметить сразу. He said, "Do you want to change some dollars into rubles? I will give you more rubles for your dollars than the bank." Он ко мне подошел и сказал: ты хочешь поменять доллары на рубли, я тебе их поменяю по лучшему курсу. Тебе дадут тебе больше рублей за доллар. I think in those days it was 1 ruble equals $1. В те времена, по-моему, 1 рубль равнялся $1. Yeah. But I thought, oh, I better not. These might be KGB guys. I didn't know. Но я подумал, нет, это могут быть агенты КГБ, лучше с ними не связываться. I said, no, I don't want to do that. Then the boy said, do you have any jeans? Sell me some jeans. И я сказал, нет, я не буду менять. Тогда этот парень говорит, а вот джинсы у тебя есть? Я бы купил у тебя джинсов. I said, no, you can see, we don't. Как можешь видеть, мы джинсы не носим, сказал я. И показал Доте. So then he said, what about Beatles records? Do you have any Beatles records? А записи Битлов есть? Сказал он. I said, no, we don't have Beatles. I don't have any Beatles records, but I know the Beatles. Я сказал, нет, записей Битлов у меня нет, но я их знаю лично. And my spiritual master, who's in the hotel, he's a good friend of the Beatles. А мой духовный учитель, который вот здесь вот в гостинице сейчас находится, он с ними очень хорошо знаком, он хороший друг. Would you like to meet him? Хочешь с ним познакомиться? Yes, very much. Да, очень хочу. So the one boy, he told me his father works at the embassy. И один из этих 2 молодых людей сказал мне, что его отец работал в посольстве. And the other boy introduced himself, Anatoly. А другой представился как Анатолий. He was studying philology. Он изучал филологию. That's the science of words, language. Филология – это наука о языке и о словах. He was studying philology and philosophy. Он изучал в университете и филологию, и философию. And I could understand this boy was very intelligent and he spoke English. Я мог понять, что этот молодой человек отличается разумом, и он также говорил на английском языке. And more than that, he was hungry for knowledge about something different, some real philosophy. И я мог также сказать, что у него был подлинный голод к духовной философии, к знаниям. So I took them back to the hotel up to Prabhupada's room. И я завел их в комнату к Шриле Прабхупаде в гостинице. And as I entered in great triumph. I was bringing some Russian people to meet Prabhupada. И я с триумфом зашел в комнату к Шриле Прабхупаде. Вот, смотрите, Шрила Прабхупада, русский. I could see Krishna was at work here. Я мог видеть, что это непосредственное вмешательство Кришны. And Prabhupada's face lit up like a light. И Шрила Прабхупада лицо просияло просто как I never saw Prabhupada so charming and so powerful. Я никогда не видел Прабхупаду таким убедительным, таким очаровательным. From that point, for the next 2.5, maybe even just 2 days, Prabhupada manifested his most powerful episode that I know of on this planet. И за эти 2 дня Шрила Прабхупада проявил самое свое величайшее могущество, которым я был лично свидетелем на этой планете. He very charmingly and
and very intensely, intently taught this boy, Anatoli, everything about God, his relationship to God, his activities on this planet, what this boy should be doing with his life. In such short time, within 2 hours, this boy was totally convinced about Krishna consciousness. Я мог видеть, что Шрила Прабхупада, с одной стороны, очень очаровательно, очень привлекательно, с другой стороны, очень напористо и настоятельно в течение 2 часов объяснял этому молодому человеку Анатолий основы философии о Боге, о том, кто такой Бог, каковы наши взаимоотношения с Ним, что мы должны делать, чтобы вернуть эти взаимоотношения, что нужно делать в жизни, какова наша цель. И за концу этих 2 часов Анатолий был полностью убежден в философии вайшнавизма. Of course, this Indian boy already knew about Krishna and was not very interested in learning more. Этот индийский молодой человек уже знал про Кришну, поскольку он был из Индии, и больше знать ему не хотелось. But he liked Prabhupada very much, and he agreed to help in any way he could. Но ему очень понравился Шрила Прабхупада, и поэтому он предложил свою помощь, насколько он мог помочь Прабхупаде. But this boy Anatoli was like a sponge, pulling in this knowledge from Prabhupada. He was so enlivened that within a few hours he not only understood the philosophy, but he began asking questions about how he could become a devotee. Но этот молодой человек Анатолий, он как губка впитывал в себя все то, что говорил Шрила Прабхупада, он жадно извлекал из Шрила Прабхупады знаний, просил больше и больше и больше, и в конце концов, к концу нескольких часов он не только был уже убежден в философии, но он также стал задавать вопросы о том, а как жить в соответствии с этой философией, как стать преданным. So Prabhupada convinced him about the philosophy in just a very short time, and because he had a good mind, the boy understood everything, philosophy, very quickly. И Шрила Прабхупада убедил его в философии, и поскольку этот молодой человек отличался ясным умом, то ему было очень легко понять эту философию, впитать ее в себя, и он полностью принял ее. And then Prabhupada began to teach him about the culture of Krishna consciousness. И после того, как Прабхупада убедил его в философии, он стал учить его культуре сознания Кришны. He taught him about tilak and about vegetarian food, not only the philosophy of why we don't eat meat, but how to prepare everything. И он научил, например, рассказал ему про тилаку, про то, как готовить пищу, рассказал про вегетарианство, про то, что мы не едим мясо, и объяснил не только про основу вегетарианства, но также про то, как правильно готовить и предлагать пищу. He taught him about offering the food first. Boy understood philosophically why we eat this way. But Prabhupada also taught him how practically to make this food. How to cook it, how to offer it, how to cook it, how to eat it, everything. И Шрила Прабхупада рассказал им о том, почему мы едим таким образом, почему мы вегетарианцы, почему мы предлагаем пищу. И этот молодой человек совсем согласился, он все принял философски, но Прабхупада на этом не остановился, он стал учить его тому, как правильно готовить и как предлагать, и как правильно есть. In great detail, Prabhupada taught him about Varnashram Dharma, the relationships of people in society, which is totally opposite to the communist state where all people are equal. He taught him about Varnashram Dharma, relationships, social relationships, in the Vedic way. Он во всех подробностях также рассказал ему про систему Варнашрама Дхармы, про различные сословия людей, их обязанности, в различных укладах, философия, которая шла полностью вразрез с коммунистической идеологией, которая учила, что все люди должны быть равны. И Прабхупада очень подробно объяснил ему эту философскую систему Варнашрама. So the boy stayed late into the night. И молодой человек засиделся допоздна. And then he came back early the next morning. На следующее утро он очень рано пришел. This is the 4th day now. 4-й день нашего пребывания в Москве. And again Prabhupada continued the lessons. И Прабхупада продолжил свой урок. And it became more and more practical. The boy said, "How do I relate what you are teaching me to the Russia of today?" И уроки Прабхупады становились все более и более практичными. Молодой человек стал задавать вопросы такого рода, как, например, как мне преподнести ваше учение современной России, людям современной России? He said, "What should I do? How can I help you? What can I do?" Как я могу помочь вам, стал он говорить, что мне нужно делать сейчас? So Prabhupada told him how he could spread Krishna consciousness in Moscow at that time. In great detail how he could do it.
Шрила Прабхупада во всех подробностях описал ему, как он должен был начать проповедовать сознание Кришны в Москве тех лет, во всех деталях. And you could just see Prabhupada. И тогда Анатолий сказал: знаете, мне было бы гораздо проще заниматься здесь этим, если бы у меня была жена иностранка. Prabhupada immediately said, that can be arranged. Прабхупада сказал: это мы устроим. Сразу сказал. There you Это же are. Мандакини. Вот. Жена иностранка. All right. So they want to end at 8. Они хотят, чтобы лекция закончилась в 8. And we'll pick up tomorrow. How about that? Is that all right? С этого Everyone must be момента мы tired. начнем завтрашнюю лекцию. Хорошо? No. We're just getting to the good part. Переходим к самой светлой странице. The good part is coming tomorrow. Завтра будет самое интересное. Thank you very much. Давайте поблагодарим еще раз громким прибором и аплодисментами его Я еще раз хотел бы напомнить преданным, мы сейчас присутствуем при историческом моменте. Так подробно о приезде Шрилы Прабхупады в Москву Сямасундара Прабху никогда не рассказывал.